Здравствуйте! Дуну Titan S — это динамические наушники стоимостью 269 белорусских рублей и которые очень сильно отличаются от абсолютного большинства своих конкурентов. И это проявляется как в внешнем виде, который выполнен необычно, хотя уже, казалось бы, среди внутриканальных наушников, как бюджетного, так и среднего и дорогого сегмента, есть уже совершенно разные вариации и материалов, и самих форм, и каких-то дизайнерских решений, но Titan S смотрится так, что их не перепутаешь ни с одними другими наушниками. Используется в качестве материала самого корпуса металл. Это, с одной стороны, очень приятно, и такой приятный тяжелый вес, не слишком тяжелый, но и одновременно с тем стоит понимать, что зимой в наушниках будет не совсем комфортно, потому что они, естественно, будут крайне холодными. По поводу посадки, в общем-то, все хорошо, потому что у нас хорошо выделен звуковод, у нас хорошие амбушюры, у Дуну с этим проблем никаких, естественно, нет, и посадка достаточно глубокая. Благодаря этому мы получаем и хорошую пассивную звукоизоляцию, и в целом очень удобную посадку, наушники из уха никак не выпадают. По поводу кабеля есть такой вопрос, я долго не мог в это поверить, не мог этого понять, но здесь кабель несъемный. Казалось бы, это внутриканальные наушники, стоимость которых приближается к $100, но при этом кабель несъемный. Это уже по меркам 2022 года немного странно. И дело не только в том, что, возможно, кабель переломается и будет как-то проблематично его поменять, но и в том числе, что многие люди используют балансный выход, потому что в случае с некоторыми особенностями схемотехники бюджетных источников балансный выход может звучать лучше, как минимум из-за того, что больше мощность и многие другие аспекты, о которых сейчас нет смысла говорить подробно, потому что иначе видео вообще уйдет не в то русло. Поэтому несъемный кабель это очень и очень странно. Ну и самое главное, это звучание, в чем проблемы, что не так и что так. В данном случае наушникам не повезло, потому что помимо них слушал некоторые еще другие бюджетные наушники, в том числе Terrain H2, которые за свои копейки, они стоят там около 45 белорусских рублей, то есть это плюс-минус там 15, даже, наверное, меньше $20. И как раз таки бюджетные Terrain составили такое очень приятное впечатление. Слушаешь их, все грамотно настроено, понимаешь, что бюджетные, но одновременно с тем хочется слушать и создается приятное впечатление о наушниках. Понятное дело, что Дуну Titan S значительно лучше по детальности, по проработке краев частотного диапазона, чем те бюджетные наушники, но одновременно с тем здесь нет такой шикарной настройки по звучанию. В итоге мы получаем очень такой хороший массивный бас, его здесь больше, чем должно быть как по весу, так и по количеству, но по крайней мере он ударный, такой жирненький, даже не совсем ударный, а именно жирненький. По поводу панчей они тоже присутствуют, с ними в общем-то все нормально, но не сказать, что они прям выдающиеся за свою стоимость. Середина уже имеет некоторые вопросы, потому что есть проблемы с ее открытостью, есть проблемы со сценой, как я уже и говорил. Наушники достаточно глубоко входят в ухо, что уже делает сцену меньше. И плюс середина у нас немного закрадывается на задний план. И при этом она не самая детальная, не самая открытая и проработанная, поэтому тоже это сказывается плохо на восприятии вокала. И те же высокие частоты, точно так же как и низкие, достаточно агрессивные количественно есть некоторые приукрашения, то есть V-образность у нас здесь рисуется очень легко. И одновременно с тем у нее нет вот той детальности, которую хотелось бы получить от, условно говоря, $100 наушников. Потому что недавно переслушивал уже старенький 2018 года TFZ King 2. И я понимаю, что по качеству звучания, по той же детальности, по объемности, по всяким именно мелочам звучания, вот этим вот тонкостям, они значительно лучше, на 2 головы лучше, чем данные в Титаны. И возникает вопрос, ну а за что? За что платить? Почему я сейчас, как человек, который снимает, пусть и не обзор, но видео с впечатлениями, должен как-то их предлагать, как-то продвигать?
Единственное, что я могу сказать, это очень классный дизайн, который не повторяется другими производителями, не скопирован с кого-то. И все это смотрится дорого, это выглядит интересно. Да, есть у нас кейс, который тоже очень красивый, возможно, даже практичный. Все-таки он слишком большой для внутриканальных наушников. Имеется пакетик, в котором и были сами наушники внутри кейса. Но это просто как дополнительные плюшки, которые были бы интересны. И это при том, что Dunu компания, которая умеет делать наушники, в том числе и хорошо настроенные по звуку. Взять те же Dunu Falcon Pro, не Pro, а обычные Dunu Falcon C. Это наушники, которые запомнились, которые имеют достаточно большой свой жизненный цикл за счет своих низких частот, которые проработаны просто офигенно. Все, за них ты уже можешь наушники предлагать. Это DK2001, которые очень агрессивные, но очень при этом интересные и привлекающие своим звучанием. У них вот есть такой вау-эффект, который проходит достаточно долго. Есть DK3001, который тоже очень долго жили. Те же DK4001. Это просто лютые монстры аналитики для времени своего выхода. Поэтому и от компании уже ожидаешь наушников, которые в первую очередь будут интересны своим звучанием. А этого здесь, к сожалению, не получил. Назвать их какими-то совсем уж провальными, наверное, не получится, потому что нет явных очень жестких проблем. Они звучат нормально, но без какой-то фишки. Ну, не хватает им чего-то, что должно быть у наушников при данной стоимости. Поэтому, насколько они вам понравятся, я сказать не могу. Единственное, что к преимуществам они будут невосприимчивы к самому источнику, даже если подключите их к обычному ЦАПа-усилителю, подключал к тому же iBus DC-05, ну все, прекрасно. Наушники раскрываются на 200%, звучит все это в общем-то хорошо, и не хочется подключать их к какому-то дорогому ЦАП-усилителю, либо же Hi-Fi плееру, потому что понимаю, что все, вот уже максимум наушников он раскрыт, большего не надо. Поэтому не нужно тратиться на какие-то источники, и при этом по жанрам они тоже достаточно универсальны, потому что нет такого, что в каких-то жанрах они прям значительно лучше играют, а в каких-то значительно хуже. Все приблизительно одинаково. Поэтому и хотя бы в этом свой плюс есть. Если вы являетесь владельцем данных наушников, вам они понравились, либо же не понравились, то ваше впечатление, ваше мнение также будет интересно в комментариях. А если после такого видео вас они все-таки заинтересовали и хотите их приобрести, то по ссылке в описании сможете их найти. На этом все. Большое вам спасибо за просмотр данного видео впечатления. Если понравилось, то лайку буду благодарен. И на этом все. Большое вам спасибо. До скорых встреч.